Привет всем симрейсерам и любителям автоспорта. Это видео посвящено пятому заключительному этапу Кубка РАФ по электронному автоспорту. Трасса Имола. Мне сильно повезло на квалификации, я стартую первым. И первый поворот. Первый поворот — достаточно сильное торможение. Многие пилоты пророчили сильный завал, но, как видите, первая десятка прошла достаточно аккуратно, но пилот черного Астон Мартина попадает в аварию и выбивает несколько пилотов. Друзья, не забывайте подписаться на канал, поставить колокольчик. С этого ракурса видно, как достаточно поздно тормозит Астон Мартин. Еще один контакт. Жесткая борьба в первой четверке. Размениваются позициями пилоты Audi и Астон Мартина. На втором круге, опять же в этом первом повороте, еще одна авария. Интересная борьба в пятом повороте. Широкий выезд Озорцова за пределы трассы. Аратунян пытается атаковать. Здесь ошибка пилота Астон Мартина. Он выезжает за пределы трассы. И снова Аратунян атакует. Перекрещивает траекторию. Я считаю, это была отличная атака, прорыв на одно место вверх. И на предпоследнем повороте Зурабов атакует Озорцова, не попадает в траекторию, сильно замедляется, и пилот Феррари не успевает оттормозиться. На третьем круге я, честно, не понял, что произошло. Видимо, ситуация в стиле «не уверен, не подрезай». Четыре круга я держал лидерство, но Назаров явно быстрее меня, обходит меня в первом повороте, ловит машину. Ну а на коварной шикане я теряю управление, меня заносит, и пилот Астон Мартина обходит меня. Чудом я, конечно, удержал автомобиль на трассе, так как в этой шикане там обычно разворачивают в таких ситуациях. Атака. Конечно, очень опасно атаковать в этой шикане. Благо здесь пилот Астон Мартина дал возможность себя обогнать. Обычно такие обгоны на этой шикане заканчиваются аварией. Очень интересная трасса, достаточно длинный прямик, на котором можно в слипстриме обгонять. Некуда деваться пилоту Астон Мартина, чуть отпускает газ. Тоже достаточно сложная серия поворотов для обгона. Атакует Алексей Колесник Бентли Сербаева. Не хватает скорости на обгоне. Плюс невыгодная траектория. Интересная борьба на длинном прямике между Астон Мартином и Бентли. Оба автомобиля очень хорошо едут на этом длинном прямике. Просто мельчайшими шагами Кашпаров пытается обогнать Бентли.
Аккуратный заезд в этот коварный первый поворот, в котором уже разложилась масса пилотов. Отдает позицию и сразу же начинает контратаковать. Просто красивейшая, я считаю, борьба. На 8-м круге борьба между пилотами Мерседеса и Феррари. Слипстрим. Первый поворот. Отпускает пилот Феррари Алексея Колесника. Если вам нравится формат такого видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, напишите комментарий. Это будет сильная мотивация для меня. Очень приятно наблюдать за такой чистой борьбой, когда пилоты не бортуются, аккуратно проходят повороты, аккуратные атаки. Красивейший обгон на торможении. На 10-м круге из-за наезда на поребрик теряет управление Астон Мартин. Я выхожу на вторую позицию. Тут же дерзкий обгон Вадима. Заезд на траву. И он тоже проходит Астон Мартин. На 12-м круге интересная борьба между двумя Астон Мартинами. Просто одно наслаждение наблюдать такую красивую гонку, такие красивые обгоны, красивые атаки. Хотелось бы отметить, что уровень пилотов значительно вырос. Интересная серия поворотов в этом месте трассы. Пропускает пилот Астон Мартина Алексея Колесника. Высокие поребрики в этой шикане, машины просто взлетают на них. Атакует Олег Вадима. Вадим пытается защитить траекторию, не ошибается. В этой связке поворотов важен хороший выход в гору. Атакует Сергей Грицай. Опасная шикана с огромными высокими поребриками. И вот результат неаккуратного обгона. Просто кучу позиций теряет Сергей. На 17-м круге
связке первых поворотов. Опять неразбериха. В этой связке нужно ехать очень точно и быстро. В 18-м круге Вадим догоняет Кругового. Тут что-то они не понимают друг друга. И тут же пользуется ситуацией пилот Астон Мартина и совершает обгон. Ну а тут у Вадима сдают нервы, и он крутит бублик. Не помещается в траекторию пилот Мерседеса. Контакт. Астон Мартин выезжает за пределы трассы и теряет 2 позиции. Ну а я финиширую на 2-й позиции. Это мой первый подиум в Кубке RAF. Большое спасибо SMP Racing за этот прекрасный ивент. Ну а мы ждем следующих чемпионатов.